Счастье, счастье, счастье летит. Счастье летит. Вот такое вот в этой форме, в красивой форме. Кому летит? Кто самый мудрый знак? Кто рожден от самой большой любви? Конечно, конечно, стрельцы. Вот летит вам это счастье. Крепко за него держимся. Счастье – это Юпитер. Юпитер – это мудрости, философия жизни. Вот мы за эти мудрости и за эту философию жизни крепко держимся. И несмотря ни на что, мы с вами в 23-й год идем. Вижу, Розану слышит такие слова. Конечно же, юпитерский роскошный лайк. Правильно, спасибо. И смотрим с вами февраль месяц. Февраль месяц сразу начнем, конечно, с чего? С вашего управителя. Где находится ваш управитель и как он на вас работает. А ваш управитель находится в знаке зодиака Овен. И ему там прекрасно. Потому что это такая же огненная стихия. Овны очень ждут Юпитер. Все ждут Юпитер. А овны особенно, потому что это энергия такая ребенка, радость ребенка. И этот Юпитер, находясь в знаке зодиака Овен, у вас идет по сектору радости, удовольствия, наслаждения, счастья. Ну, стрельцы, вы это должны услышать. Я вам то, что говорю, это вы должны услышать. У вас и ваш управитель идет по сектору радости, счастья, любви, удовольствия, наслаждения. У меня будет все, о чем я мечтаю. У меня будет все, что я хочу. И это никогда не дается образно. Это всегда дается мудрости. Вот я о чем мечтаю, мне будет дана мудрость, как это осуществить. Мне ничего не упадет с неба. Мне ничего не вырастет под ногами. Нет. Мне дастся мудрость, как пройти этот путь для того, чтобы сбылось то, что я хочу, чтобы я получил то, что я хочу, чтобы у меня получилось, как я хочу. То есть, конечно же, мои хорошие, такое положение вашего Юпитера. Пользуйтесь этой ситуацией, он не так долго будет стоять, он будет стоять до по-моему, мая месяца, в мае месяце будет делать транзит, ну, об этом мы с вами будем говорить. Поэтому, конечно, беритесь, у вас, не сомневайтесь, у вас все получится, у вас в очень хорошем, ваш управитель стоит в очень хорошем расположении и большую жажду жизни вам дает. Большое такое удовольствие жизни, вкус жизни дает. Начинание. Можете пойти куда-то учиться, если захотите. Можете пойти где-то экзамены куда-то сдавать. Можете переезжать, перемещаться, попутешествовать. Из любого путешествия, из которого приезжает каждый человек, а тем более стрелец, из любого путешествия ты приезжаешь новым. Ни одно путешествие не оставляет тебя на том же уровне. Ты всегда приезжаешь каким-то обновленным, каким-то новым. Тебе жажда другая к жизни появляется. Вот так вот работает ваш Юпитер, который на сегодня находится в знаке зодиака Овен. Давайте дальше смотрим. Солнце. Это тоже абсолютно ваша стихия. Всегда тоже смотрите, где находится Солнце. А также Марс, то, что связано с огнем. Это вас греет. Это, ну, как вам вот эту энергию, потому что вы это такая вот батарейка. И когда она ослабляет, что? Ее надо немножко подзарядить. И кто может подзарядить стрельца? Солнце и Марс. То есть Овен и Лев. Вот кто вас может подзарядить. Так вот, Солнце, конечно же, Солнце будет находиться до 18 числа, будет находиться в знаке зодиака Водолей, а потом переходит в знак зодиака Рыбы. И в Водолее, и в Рыбе Солнце имеет свойство в Водолее свободного, никуда не привязывается, ничего не насаждает, никого не учит, никого ни в какие рамки не загоняет.
Солнце очень креативное. Развивайся, пробуй, начинай, у тебя получится. Вот Солнце тебя такое там подталкивает делать какие-то, и у вас очень сильное будет вот до 18 числа по Солнцу и по Юпитеру очень сильное изменение в творчестве, в креативе. Ну вот кто-то захочет, никогда не писал картины, что-то захочет как-то вот в нужное время оказался мольберт, и что-то ты там произнес, какие-то краски положил, и глазу твоему радостно, приятно. Ну, кто-то никакой дизайн не делал. Вот захочется что-то там в огороде подчистить, на участке что-то подчистить, какую-то декорацию поставить, какие-то украшения сделать. У кого погодные условия другие, может быть, снеговика слепить, и как-то его так украсить, что-то рядом еще какого-то, что-то еще кого-то маленького снеговичка слепить. То есть ну вот какая-то креативность, что-то такое для вас открывается, что-то новое, что вы не делали. Кто-то, может быть, приготовит такое блюдо, которое никогда, или испечет такое. То есть большая жажда к жизни, интерес к жизни. И за что не возьметесь, оно у вас все получается. Следующее, мои хорошие, давайте рассмотрим Меркурий. Меркурий. Тоже в середине месяца делает транзит. Вот так вот личные планеты, они как-то так располагаются в феврале месяце, они все делают транзит. Просто только ты что-то, и у тебя раз транзит, и идет другая абсолютная энергия. И по Меркурию то же самое. Меркурий будет находиться в Козероге до 11 числа. Это такая, ну знаете, сказал делай, обещал выполняй. Немножко такая давящая. С одной стороны, конечно, она тебя организует, эта энергия. Конечно, она тебе в пользу. Конечно, она тебя вытаскивает из какой-то ситуации. Вот ты вот, ну, никак не можешь убраться, вот, ну, никак у тебя что-то привести вот тут в порядок. Сам по себе Меркурий, он как-то тебе в голову говорит, вот у тебя срок, давай, тебе нужно до завтра эту комнату убрать, или до завтра это покрасить, сделать, или до завтра эти бумаги сложить. То есть она немножко тебя подсобирает, с одной стороны давит, но с другой стороны, конечно, польза от этого хорошая. Затем пойдет тоже опять к Водолеям. Там же будет находиться солнышко, потому что солнышко будет там до 18 числа, а это 11 числа. И здесь вот я говорю такой размах идей, размах такой, все, что связано с домом, все, что связано с финансами, потому что у вас идет по 2-3 сектор. Это партнерство, это финансы, успешные, удачные, с одной стороны организовала, а вторая половина, такая креативность появляется. Дальше что смотрим? Конечно, посмотрим Венера. Венера будет находиться на пике своей популярности, на пике своего признания, на самом прекрасном, чудесном расположении. Это будет находиться в Рыбках до 20 числа, затем тоже делает транзит, идет к Овнам. Кстати, там идет туда, где большое счастье. То есть ваш Юпитер идет туда, где ваш Юпитер. Поэтому да, конечно, Венера красива, да, конечно, Венера привлекательна, да, конечно, и еще и в экзальтации в Рыбах находится. Это у вас идет также по сектору радости, удовольствия, наслаждения, креатива. То есть тоже в лучшем прохождении по секторам. 4, 5, вот так она задевает. И делает очень хорошие аспекты с Ураном, соединяется с Нептуном в Рыбках, потому что там же находится Нептун, и с Плутоном. Тоже это очень удачная комбинация Венеры. И Венера здесь будет, смотрите, долго Венера вам будет делать большие бонусы, потому что и находясь в Рыбках, и находясь, конечно же, в Овне, потому что там стоит ваш Юпитер, это большие бонусы финансового характера, материального характера, и, конечно же, это и встречи, те, кто стрельцы не в паре, это встречи, это прибавление. Вы, может, кто-то животное себе новое в дом возьмет, или
Если у вас уже есть животное, вы еще кого-то захотите взять, или кто-то отдаст вам, ну вот присмотри, я вот улежаю, мне некому оставить, присмотри, и оно так с вами останется. Либо вы, пополнение есть, это, еще раз говорю, касается и финансового пополнения, материального пополнения, и пополнения физического лица. То есть кто-то приедет к вам, может, на этот период приезжает, у ребенка каникулы, приезжает к вам, или закончилась учеба, или хочет перерыв сделать, приехать немножко время как-то подправить свое состояние, свое здоровье захочет. Либо приедут ваши родители, либо вы захотите куда-то поехать. Но в любом случае все эти перемещения, они очень позитивного характера. Но так себя ведет Венера. А Венера – это женская энергия. Это энергия такой женско-сильная энергия, потому что женская энергия – это очень сильная энергия. Она тебя всегда поддерживает, но в то же время в этом во всем есть изящество, это удовольствие, наслаждение, радость. Вот эта формула и форма счастья, за которую с вами мы держимся. Вот таким образом будет себя вести Венера. И что еще мы смотрим? Полнолуние. Полнолуние будет в знаке зодиака 5 числа, будет в знаке зодиака Лев. В знаке зодиака Лев, и для вас это 9 сектор. По 9 сектору курсы, учеба, познания, встреча с друзьями, компания, коллектив, мероприятия какие-то. Ну, то есть, да, тут получается и 14 февраля скоро. То есть вполне может быть, вот как-то коллектив собирается, вот такое сообщество, где вы на одной волне, как будто вы вот чем-то одним занимаетесь, чем-то одним увлечены, вам с этой компанией интересно, вам с этими членами вашей семьи, а их как-то собирается возле вас в этот период. Интересно проводите время, вот такое полнолуние. Но это полнолуние как будто что-то завершается. Вот завершайте, либо вы учились, курс у вас заканчивается, и вы собираетесь, какое-то торжество, празднуете, отмечаете это, но этот период уже заканчивается. Может быть, вы где-то работали, и работа заканчивается, у вас заканчивается контракт, вы тоже делаете какое-то застолье, вы собираетесь всем коллективом. Может быть, это и наоборот, вы переехали куда-то, вы хотите вокруг себя собрать как соседей и как-то отметить этот переезд. То есть то, что что-то, этап какой-то, ну вот один период завершился, завершаю этот период, и его надо закончить, его надо закрыть. Кто-то, может быть, захочет отношения закрыть. Вот мы дружили очень много, ну вот видите, что как-то уже ваши пути разошлись, и надо это тоже, с этой компанией, или с этим другом, или с этими друзьями, как-то вы на другой уровень переходите, тоже перевернули страницу, этот этап заканчивается. А новолуние будет 20 числа в знаке зодиака Рыбы, и это у вас в таком секторе дом. Дом, база, основа, там, где, вот где ваша семья, где ваша family. Новолуние здесь. Тоже здесь можете планирование, идет абсолютное планирование. Что такое, когда новолуние в Рыбках? Это всегда интуиция. И я себе говорю, новолуние меня интуитивно выведет, что мне нужно, как я хочу. Я буду слушать свою интуицию. А мы с вами знаем, что интуиция – это не тревога. Тревога – это психологические проблемы. Интуиция – это подсказки внутренние. Поэтому не путайте это два. Конечно, новолуние в Рыбках – это такое повышенная интуиция. То есть подсказка. То есть как-то тебе говорит план действия, ход действия, но не, конечно же, не тревожность. Ну что, мои хорошие, вот такой для вас февраль месяц. У меня будет все, что я планирую, что я хочу, о чем я мечтаю, что я желаю. У меня будет все. И, конечно, эту формулировку поддерживает абсолютно ваш Юпитер. Ориентируйтесь в этот период и в марте месяце
И в апреле, вот по-моему, с мая месяца, точно не помню, по-моему, в мае месяце будет делать уже транзит. И перейдет в другое, перейдет Юпитер, пойдет дальше, и на вас это тоже по сектору по-другому пойдет. Но на сегодня это вот сектор праздника, удовольствия. Принимать участие можете в каком-то конкурсе. Да, отправьте свое резюме куда-то. Если вы хотите, в несколько организаций отправьте. И вы будете думать, ну вот я вроде уже отправляла, они меня отправили. Кто-то обязательно может откликнуться. Заполнить какие-то application, какие-то карточки. Ну вот попробовать, мало ли, а вдруг у меня получится. Стрельцы, особенно те, кто хочет переехать. Заполняйте. Период очень сильный. Заполните какие-то листы, какие-то формуляры, какие-то все необходимые бумаги. Делайте на оформление, и вы вполне можете получить очень хороший результат. Особенно те, кто хочет куда-то уехать, кто-то на грин-карту подает, кто-то кто на что. Делайте эти application, заполняйте их. И, знаете, запускайте их. Запускайте, и вот этот период именно для того, что какой-то праздник и радость принесет обязательно. Даже она, знаете, такого детского характера. А в детстве, когда ты мечтаешь, ты вот все равно ты получаешь это. Потому что детские мечты, они всегда сбываются. Так что пробуйте, начинайте и пользуйтесь вот таким прекрасным расположением вашего Юпитера. Юпитер находится в Овне, но для вас он дает очень хороший сектор, который отвечает вот за это хорошее настроение. Ну что, мои хорошие, люблю вас. Люблю моих любимых стрельцов. Родиться под Юпитером, под таким мудрецом. Юпитер – это мудрости. Вы очень лаки, вы счастливые. Это от большой любви. Ну, Юпитер – это большое счастье. Вот под планетой большого счастья родиться. Конечно, вы это сами выбрали вот прям в этот период родиться, вот под таким Юпитером. Поэтому, конечно, пользуйтесь тем, что это большое счастье родиться под большим счастьем, то есть под Юпитером. Все, обнимаю вас. Поддерживайте канал, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте, конечно же, лайки, становитесь спонсорами канала, кому как удобно. Обнимаю вас и люблю.